Короче, вот вам офигенная история про продажу. Сейчас переезжаем, и нужен был склад, куда положить вещи. За последние 4 дня я обзвонил все склады, которые были в округе, проговорил и пришел в самый первый. И когда я пришел, я думаю: вау, дружище, я у тебя купил только по одной причине. Потому что у других не получалось тем размером, который нам нужно было. А по факту, у тебя самые лучшие условия, самый лучший сервис, и ты это не смог продать. Ты просто показывал склад вместо того, чтобы продавать. Тебе просто повезло. Очень часто продавцы продают, и клиенты покупают не потому, что продавец хорошо продавал, а потому что создались такие условия. Допустим, нам нужно было минимум 30 квадратов, везде давали 22, остальные все были заняты. Если в другом месте бы были бы свободны, мы бы взяли в другом месте. Но этот оказался в конечном итоге самый дешевый, самым лучшим сервисом, с дополнительными плюшками, которых нет у других. И я об этом ничего не знал, а только тупо вычитал уже в контракте, и когда начал допрашивать: а что это за комната, оказывается, есть здесь офис, а оказывается, есть вот такая плюшка, замок специальный, который стоит 29 евро, он совершенно бесплатный, а везде нужно в других складах его покупать. Ты можешь въезжать на территорию, когда хочешь, а везде есть определенное время, и так далее, и тому подобное. То есть твоя задача как предпринимателя донести ценность твоему продавцу, чтобы он это перевел в разговоре покупателю, чтобы покупатель понимал все преимущества и ценности. Иначе он выбирает только по двум факторам. Допустим, по цене и, как я, по квадратуре. Были по квадратуре, но, допустим, цена была неадекватная, как за квартиру, за склад просили. Или же не подходила квадратура, или очень далеко и было невыгодно этим пользоваться. То есть выбираешь по цене, а когда тебе доносят, почему нужно купить именно у тебя, потому что подходящая квадратура, любую, потому что ты можешь приезжать в любое время суток, потому что уже входит страховка, потому что уже входит туда офис, который ты можешь пользоваться, если тебе надо, потому что уже входит замок туда, потому что уже все включено и нету первоначального дополнительного взноса, как вносят себе там в CRM-систему, потому что в Германии за это тоже берут часто деньги. Деньги давай! Давай деньги! Деньги давай, я тебе говорю! Этого всего нету. Это совершенно другая картина получается. Поэтому научись продавать свои плюшки, свои отличия и доносить до клиента. Тогда, именно тогда, он будет понимать, с чем сравнивать, и спрашивать у других: а есть ли у вас это, а есть ли у вас это, а есть ли у вас это. И когда он будет получать за это, все нужно доплачивать, или этого нету, то выбор придется на тебя. Именно это я очень подробно объясняю в первом блоке в «Быстрые деньги». Если ты не проходил, рекомендую. Но уже начни это внедрять, вот то, что я сейчас говорю, и ты получишь уже обалденный результат.